Занятие 11. Будущее, неверие, успех. То есть всего, чтобы пользоваться этими возможностями, мы с вами рассматривали в начале, на первом занятии данной темы, 4 основных блока проблем. Это обесценивание себя, своей судьбы, то есть не на что опереться, да, обесценивание. Второе – это якоря. Даже есть на что опереться, но у меня же такие обстоятельства, да, тяжелые из прошлого, да. Якоря тоже должны быть устранены. И сегодня мы переходим к ситуации, когда, предположим, в прошлом нас ничего не сдерживает, человек смотрит в будущем, и в какой ситуации он находится. Да? То есть неверие в успех в данном случае говорит о чем? Это в целом, а возможен ли успех для людей примерно такого же типа, как вы, а лично для вас успех возможен или невозможен? Итак, сегодня мы с вами рассматриваем в целом, да, вы смотрите в будущее, что вы чувствуете, да, что вы думаете. Для людей, похожих на вас, успех доступен, в принципе, или недоступен. Вот само представление о будущем, свое ощущение, да, что у вас там внутри поднимается, когда вы думаете о будущем, смотрите там, да, на свою жизнь там, через несколько лет. Вот само ощущение – это итог, ну, по большому счету, ключевых представлений о мире, о людях, как устроена жизнь, да, это итог. И убеждений, да, самых разных, и пережитых ситуаций. А это в большей степени ситуация, которая касается других. Вон Петя пробовал, и что с ним? А вот там, да, и дальше имена, фамилия, история. Что происходит с людьми, когда, предположим, они стремятся там, к лучшему или там, принимают какие-то решения, совершают какие-то поступки. Да? Вот лично я могу быть успешным или нет, это уже те события, которые происходят лично с вами. А здесь человек в целом смотрит на окружающий мир, и он что-то думает. В данном случае вот эта ситуация, да, мы смотрим в будущее, мы ее разделим на 4 основных типа реакций. Между ними множество промежуточных, но ключевых мы выделим 5 типов. От ужаса до «я обязан быть успешным». Да, от ужаса до «я обязан быть успешным». Тип первый – это негативная реакция «Боже упаси». Да? Тип второй – это защитная реакция «меня все устраивает». Ну, устраивает, не устраивает, человек может ныть, он ничего не делает, чтобы что-то изменить. Но в конечном итоге его устраивает. Третий тип реакции – да, возможно, если выполнять условия, возможно. И четвертый тип реакции для человека, который идет по пути света, по пути развития, это его долг – идти вперед и вверх с максимальной скоростью. А если он этого не делает, то он идет одной ногой, а второй зачеркивает. Да, вот 4 основных типа реакции. Реакция первого типа – негатив. Да, то есть здесь человеком управляют всевозможные негативные программы. Но первое – это страхи. Да. Человек просто понимает, что страшно подниматься наверх. Почему? Ну, у каждого свое. Кто-то боится зависти. Она есть и есть. Негативного отношения к успешным. Она есть и есть. Кто-то боится критики. Да, все будут смеяться там, или еще что-то. Да, кто-то боится рэкета, налоговой. Ну и чем изощреннее сознание, тем больше страхов оно способно придумать. Поэтому это всевозможные страхи, это всевозможная уязвимость, ранимость, да, потому что нужно преодолевать, там будет сопротивление, человеку это больно. Да. Это зависимости, а папа, мама, муж, жена, вдруг они будут против, пока не разрешат, ничего делать не буду. Ну, в конечном итоге, в том числе, обыкновенная лень, что-либо менять лень, думать, колея, которая засасывает, да, формирует такую привычку, неизменяемость, абсолютная неизменяемость судьбы. Да? Ну, страшно человеку вообще думать. Первый тип – боюсь, да, или там другие вариации. Да? То есть, глядя в будущее, человек чувствует, что у него там хвост дрожит и челюсть стучит. Да, это вот одна реакция. Второй тип реакции – это такая вот устойчивая, защищенная реакция, что и не нужно пытаться, потому что
Ну и дальше список. Яблоко от яблони недалеко падает. Где моя яблоня растет? Вот я должен там где-то быть. Да? Не высовывайся. И другие. Быть там более успешным, выделяться стыдно. И это может быть какая-либо еще другая система обоснования, которая говорит, сиди там, где сидишь. Сиди там, где сидишь, и не дергайся. Будь как все. Такова твоя судьба. Если родился, грубо говоря, в бедной семье, ты должен быть бедняком. Раз. Второе. Почему человек вот защищает свою позицию и не стремится к успеху? Потому что у него многие позитивные ценности, позитивные стремления заблокированы. А зачем мне дорогой автомобиль? А зачем мне дорогая квартира? А зачем мне много денег? Не нужно. Да, вот, ну, там по-разному. Не нужно. У человека вот стремлений нет. Да, вот у него центры, чакры не включены. Я хочу больше, я хочу лучше, я хочу выше, сильнее, быстрее. Не надо. Так, и в целом программа развития, то есть она может быть развитие внутреннее, да, человек меняется, там тренируется, но есть развитие, которое подключено к судьбе. Да, вот второй тип людей, развитие именно как изменение судьбы заблокировано. Да, мы развиваемся, раскрываем там таланты, но менять свою судьбу – это уже совсем другое. И здесь могут там лежать бетонные плиты. То есть второй тип людей, он обосновывает, почему нужно идти по той колее, в которой я нахожусь сейчас. Не потому, что будущее страшно, а потому, что оно не нужно, а правильно там, где я нахожусь сейчас. Это первый тип. Ему страшно думать, смотреть. Страшно. Избавьте меня, да, от этого. Да? Второй тип. Ему не страшно, но ему не нужно. Потому что вполне все устраивает. Третий тип. Да? На что нужно менять? Да, что удерживает человека? Да, первый, второй тип. Программа вот этого плана. На что нужно менять? Тип третий и тип четвертый. Да? Тип третий, он говорит, успех, конечно, возможен. Для кого? Не для всех, а для кого? Те, кто понимает, как успех достигается. Кто-то рождается с детства, да, уверенный в себе, задира, лидер, командир, а кто-то забивается в угол и говорит, не бейте меня. Да, у кого-то это уже сформировано в позитив или не в негатив, да? Но в каком бы состоянии у нас это ни находилось, нам нужно то все равно сформировать первое, что формула успеха. Цель, куда идти, научиться включать стремление, то есть разблокировать позитивные ценности, убирать тормоза, включать веру в себя и в успех, разблокировать позитивные, да, всевозможные программы, убирать все, что гасит, и активно действовать. Опять же, убирать все, что тормозит, и включать максимальную энергию вперед, вперед, вперед. Да? То есть, чтобы заработала формула успеха, раз. Следующее, что для успеха, это соответствие. Соответствие. Да, личностное и профессиональное. Достигается чем? Личностным и профессиональным ростом. Это третий тип. Он говорит, да, возможно, если выполняешь условия, то возможно. Четвертый тип – это максимально возможная мотивация. То есть здесь подключены мотивы на основе понимания, ну, скажем, если успех, да, это понимание законов в основном даже социальных, даже не столько духовных, но они во многом, конечно, социально соответствуют, да, закону успеха соответствуют духовным. Четвертый тип – это понимание именно законов духовных, да, в большей степени. Хотя в ряде случаев они проецируются там, на тот или иной род, на тот или иной класс, скажем, на аристократию или еще на кого-либо. То есть человек четко понимает, ты родился для чего. Да, вот чтобы вот твоя жизнь там есть, школу закончил, институт, чтобы прожить в колее, что ли? Да, или твое предназначение – это развитие, значит, с максимальной скоростью, пожалуйста, увеличивай свой потенциал. Это служение. Пожалуйста, подумай о том, как сделать, чтобы польза тебя была максимальной. Это высшая мотивация. Это твое предназначение – достигать наивысших результатов. И не просто достигать, а достигать с максимальной скоростью.